Меня повысили в магазине, пока я делал покупки, где я даже не работаю. Итак, вчера я был в своем любимом местном супермаркете. Я закупаюсь там примерно раз в неделю уже лет 6. Знаю этот магазин как свои 5 пальцев. И большинство сотрудников знаю по именам. Живу в маленьком городке примерно на 4000 человек. Стою я, значит, в отделе стака, размышляю, насколько жестко потом накажу свой туалет. Взял сальсу с призрачным перцем, так что будет жестко. И тут ко мне подходит женщина лет 75, если не больше. Пусть она будет милая леди, а я. Сынок, ты можешь помочь мне найти алюминиевую фольгу? Я. Конечно, она вон там находится. И провожаю ее к ряду 7Б. Она довольно высоко, давайте я достану вам Рейнольдс или магазинную марку. Фирменную, пожалуйста. Я передаю ей рулон на 200 футов. Еще что-нибудь помочь найти? Я ходячий справочник этого магазина. Бабушка протягивает мне список покупок. Я минут 10 наполнял ее тележку тяжелыми и труднодоступными товарами. Потом вернулся к своим покупкам с улыбкой и пожеланием хорошего дня. Стою я, значит, на кассе и вижу, как эта женщина спорит с менеджером зала. Грег, он ходит в мою церковь, мы неплохо знакомы, у экспресс-кассы. Я оплачиваю покупки и подхожу из любопытства и, возможно, чтобы помочь. Милая женщина говорит Грегу, что тот большой парень с рыжей бородой ей очень помог. Я не узнала его имени. И она хочет, чтобы ему дали премию, повышение или хотя бы сотрудника месяца, ну хоть что-нибудь. Грег настаивает, что у них никто с таким описанием не работает. Я подхожу к стойке и прежде чем успеваю объяснить, что я вообще-то тут не работаю, Грег вмешивается. Грег: «О, вы про Марка?» «Да, он один из самых наших лучших сотрудников». Грег уже ко мне обращается. «Марк, эта леди уже 5 минут так расхваливает тебя. Я даже не знал, что ты сегодня на смене». Я нагло вру. Ну, Шерон, кассирша, которую я знаю, позвонила и сказала, что завал, так что я вышел в свой выходной. Грег: вот это инициативность, вот это молодец. Как тебе должность помощника регионального менеджера? Мы оба огромные фанаты сериала The Office. Я: боже мой, спасибо. Вы уверены? Грег: ты это заслужил. Милая женщина: Вот почему я покупаю здесь, а не в Walmart, даже если у них дороже. Вы заботитесь о своих сотрудниках, а сотрудники о покупателях. Вот так я стал помощником регионального менеджера в магазине, где я вообще не работаю. Честно говоря, я думал, мы эту историю просто даже не найдем, потому что, мы как привыкли, что там какой-нибудь конфликт, а тут помог и уже жалуются менеджеры, что тебя не повышают. Ой, американцев, конечно, не поймешь. Ладно, это шутка, конечно. Читаем дальше. Тоже другая будет история. Самодовольная старуха схватила аутичного подростка. Эта история немного отличается тем, что я, сотрудник, стал свидетелем того, как аутичный парень, примерно 14 лет, попал в неприятную ситуацию с какой-то просто безумной женщиной. Опишу вам сцену. Я работал приветствующим у входа, хостес. Следил за потерявшимися покупателями и людьми с возрастом. Дежурил в отделе сада и огорода. И вижу этого молодого парня. Предполагаю, что он аутичный. Он был полностью сосредоточен на своем занятии и по поведению напоминал человека с аутизмом. Он сортировал и переставлял горшочные цветы, выстраивая их в очень определенном порядке по цвету, размеру горшков и высоте самих растений. И надо сказать, делал он это просто отлично. Он никому не мешал. Большинство людей просто замечали, как он здорово справляется, но одна старая карга увидела, что он работает. Она встала у него за спиной, скрестив руки и постукивая ногой. Сначала я подумал, что, возможно, это его мама или кто-то, с кем он пришел, но следующее ее действие доказало, что я очень сильно ошибся. Она прочистила горло тем самым ненавистным образом, который мы все знаем. «Извините, вы должны мне помочь». Парень не обратил на нее внимания
и продолжил свое занятие. Ей это, конечно же, не понравилось, и она снова, прокашлявшись, и громче сказала: «Вы меня не слушаете, вы сейчас же мне поможете!» Пока я шел к ней узнать, что ей нужно, она протянула руку и схватила парня за правую руку выше локтя. Видимо, из-за внезапности его состояния он резко развернулся и вырвал руку. Резкое движение испугало старуху, она отшатнулась, потеряла равновесие и плюхнулась прямо на задницу. Это было словно в замедленной съемке, как она из стоячего положения оказалась сидячей на полу. К тому моменту, как я добрался до парня, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, подошла его мама и спросила, что произошло. Но прежде чем я успел хоть что-то сказать, женщина, устроившая все это, уже поднялась и начала орать на парня, что он на нее напал, что его уволят и арестуют. Парень едва не плакал, а его мама уже была в шоке. Я сказал маме отвезти сына и успокоить его. Он ничего плохого не сделал, главное, чтобы с ним все было хорошо. Безумной старухе не понравилось, что я встал на его сторону. Она начала врать, утверждая, что она жертва и ничего не делала, а сотрудник, парень, напал на нее. Я довольно жестко ответил ей, что она лжет, и я видел весь инцидент. Парень, которого вы силой схватили, здесь не работает. И это именно вы на него напали, а не он на вас. К этому моменту вокруг собралась уже толпа, и женщина поняла, что ей никто не верит. Она просто опустила голову и быстро вышла из магазина. Когда я обернулся проверить, как парень и его мама улыбалась и благодарила меня за помощь. Она часто здесь покупает, а сын любит расставлять цветы, это его успокаивает. Я извинился за произошедшее, парень подошел ко мне, похлопал по плечу и вернулся к цветам. Мама сказала, что для него это равносильно дай 5. Вот и все. Потом они ушли. Если эта история не подходит для саба, модераторы прошу удалить, просто хотел поделиться. Меня только что уволили. Никогда бы не подумал, что со мной такое случится. Я трудяга, крайне надежный и уважительный человек. Я понятия не имею, как можно было потерять работу таким образом. Тем более ту, о которой я только что узнал. Я работаю допоздна, и уже несколько недель, почти каждую неделю заезжаю в Walmart по дороге домой, чтобы купить что-нибудь на ужин. Обычно я заканчиваю около полуночи. В это время в магазине почти никого нет, только ночная смена сотрудников. Они раскладывают товары и занимаются своими делами. Насколько я заметил, строгой формы у них нет. Многие ходят в худи или в куртках разных цветов. Это к слову. Вчера вечером я пришел туда в худи. Хожу по рядам, пытаюсь решить, что хочу себе на ужин. Думаю о пасте. Прохожу мимо нескольких парней, которые выкладывают товар на полки. И вдруг слышу, как кто-то орет в голос просто громче всех. «Эй, ты меня слышишь?» Я оборачиваюсь посмотреть, что происходит, и ко мне подходит какой-то мужик. «Ты опять опоздал. Думаешь, я не замечаю, что ты выходишь после 12?» Я начинаю смеяться, думая, что он шутит. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, он набрасывается. «Ах, так тебе еще и смешно! Значит, эта работа тебе не так уж и важна, да? А ну-ка пойдем со мной в офис». Я уже полностью в замешательстве. Оглядываюсь по сторонам, будто меня снимает скрытая камера. Он уходит, а я разворачиваюсь и продолжаю делать покупки. Через минуту он возвращается и снова орет. «Хочешь, чтобы тебя уволили? Если ты сейчас же не пойдешь со мной, я тебя уволю». Я начинаю смеяться еще громче и спрашиваю. «Ладно, чувак, как меня зовут?» Он смотрит на меня в недоумении, и я повторяю. «Как меня зовут? Ты вообще знаешь, кто я такой?» Он смотрит на других парней в проходе. Они уже перестали раскладывать товары и наблюдают за этим шоу. Потом снова на меня. Явно пытаясь сообразить, что сказать, пока у него голова не взорвется. И я продолжаю. «Удачи тебе с оформлением моего увольнения, если ты даже не знаешь моего имени». Я все еще смеюсь над этим абсурдом. Беру ингредиенты для спагетти, пытаясь намекнуть. А он в ярости уходит. Я смотрю на остальных ребят в проходе и говорю, надеюсь, он в итоге поймет, что я здесь не работаю. Они начинают смеяться, а я иду дальше. Не могу поверить, что в одну и ту же ночь я потерял работу, о существовании которой только что узнал. Мы слушали историю до момента, когда мои дорогие спонсоры и меценаты нашего канала пролетаю здесь, их ники будут здесь увековечены. Вот, у нас на канале появился топ-донатер, меценат Кира. Она иногда
комментирует мои видео. Спасибо вам, Кира, за вашу помощь в приобретении аккумуляторов к каналу, чтобы я мог для вас снимать видео дальше. Поддержать канал можно также по ссылкам в описании. Для вас я создал Boosty, наконец-то, долгожданный. Вот, пользуйтесь на здоровье, смотрите, переходите. Там будет публиковаться эксклюзивный контент, который будет делаться специально для спонсоров, для Boosty и для Патреона. Его пока нет, но он обязательно будет. Будем слушать истории дальше. Она хотела поговорить с моим менеджером, поэтому я позвонил человеку, который управляет моей жизнью. Это произошло вчера. Я был в Canadian Tire. Для тех, кто не из Канады, это что-то среднее между Walmart, Home Depot, Bass Pro Shops и автомастерской. На мне были джинсы и старая красная поло. Сотрудники там носят черные брюки и красное поло с логотипом треугольник с кленовым листом на груди. Я выбирал дворники для машины, потому что мои уже не справлялись с дождем. Захватывающая история, знаю. Там есть сенсорный экран, где выбираешь модель автомобиля, и он показывает нужные размеры и бренды дворников. Я возился с экраном, перебирал размеры, читал отзывы. Я вообще все исследую перед покупкой. Жена от этого с ума сходит. И слышу за спиной это мерзкое «Извините». Думаю, женщина хочет воспользоваться экраном, поэтому отхожу к полке с нужным брендом и начинаю искать свой размер. Мое предположение оказалось неверным. Она проследовала за мной к полке с плохо разложенными дворниками. С этого момента я, а она идиотка. Сокращенно И. Итак, идиотка. Почему вы от меня ушли? Это очень грубо. Я вообще не понял, что она обращается ко мне, и продолжил искать свои дворники. Это уже вообще ни в какие ворота. Я с вами разговариваю. И тут до меня начинает доходить, что это вообще так ко мне. Я поворачиваюсь к ней, сжимая 28-дюймовый дворник, как малыш-карандаш. Это вы мне? Да, вам. Мне нужно узнать, какой размер дворника для моего Мерседес. Для этого и нужен вон тот сенсорный экран. Говорю я и машу дворником в сторону сенсорной панели. Возвращаюсь к поискам второго 28-дюймового дворника. Она. Вы ужасно выполняете свою работу. Это не сервис, это какое-то посмешище. Так я здесь и не работаю. Я вернусь, пожалуй, к своим дворникам, ладно? Она. Я хочу поговорить с вашим менеджером прямо сейчас. Так с клиентами не обращаются. Игнорируете меня и отказываетесь помочь. Это вообще-то позор. И она топает прочь. Но, к сожалению, недалеко. В автомобильном отделе полки невысокие. Все видно практически насквозь. Она нарезает круги, явно высматривая менеджера и не теряя меня из виду. Я все еще здесь не работаю, будет сложно найти моего менеджера, и вы меня вообще не слушаете, ну да ладно. И возвращаюсь к своим дворникам. Пока она кружит, я нахожу нужный дворник и направляюсь к кассам. Она догоняет меня и преграждает мне путь. Нет, вы не уйдете, пока я не поговорю с вашим менеджером. Мне это откровенно уже надоело. Я достаю телефон и звоню своему менеджеру. Я сам на себя работаю, поэтому звоню единственному человеку, которого можно назвать моим менеджером. Жене. Дальше босс. Я сейчас ей позвоню, здесь вы ее не найдете. Включаю громкую связь. Привет, как поездка? Она в командировке. Жена. О, отлично. Встречи с руководителем проходят прекрасно. Что у тебя случилось? Я покупаю дворники. Мой босс. И ты такими взволнован, что решил позвонить мне среди дня и этим похвастаться? Идиотка Карен уже бесится, что меня все никак не увольняют. Нет, тут дама в Canadian Tire хочет поговорить с моим менеджером. Думаю, что это ты. Хочешь поговорить? Мой босс. Какого черта? Я на громкой связи? Да. Она же должна поговорить с моим менеджером. Скажи ей привет. До нее начинает доходить, что на моей рубашке нет логотипа магазина. Моя жена. Ты придурок. Простите, мадам, мой муж идиот, но он здесь не работает.
Я начинаю смеяться. Все нормально, дорогая. Она, кажется, немного медленно соображает. Наверное, не понимает, что я над ней смеюсь. Женщина издает какой-то непонятный возмущенный звук и просто разворачивается и уходит. Я спокойно купил дворники и ушел без дальнейших происшествий. Жена считает, что я был груб. Я считаю, что я боролся с тупостью при помощи собственного идиотизма. Кратко. Женщина требовала поговорить с моим менеджером, поэтому я и позвонил жене. Я знаю, что это ваш номер, но один пост здесь напомнил мне об этой истории. Довольно давно мы с моей девушкой, теперь уже женой больше 15 лет, съехались и начали подключать все услуги, такие как кабельный, интернет, телефон и так далее. Получили домашний номер по мобильному каждому и все, жизнь наладилась. Почти сразу нам начали звонить по поводу какого-то заведения, которое занималось изготовлением рам на заказ и прочими художественными услугами. Назовем их Expo for Art. Разумеется, у нас был определитель номера. И друзья нам тоже звонили, но если номер был незнакомый, почти всегда это оказывался кто-то, кто хотел узнать, готов ли его заказ, сделана ли рамка, какие у них часы работы и так далее. Кто сталкивался с таким, узнает диалог. Извините, это больше не их номер, это частный дом. Да, я уверен. Нет, я не буду говорить вам свой адрес. Нет, я не знаю их новый номер. Да, у меня есть телефонная книга, и у вас тоже. После сотен таких звонков мы даже поменяли сообщение на автоответчике. Это не Expo for Art. Повторяю, не Expo for Art. Если вы пытаетесь дозвониться до Expo for Art, повесьте трубку. Найдите их номер и позвоните по нему, потому что это не мы. Но однажды мне позвонили в 1000-й раз, и я спросил: откуда вы вообще берете этот номер? Так он напечатан на чеке. Ну ладно, я тогда позвоню по другому номеру. А можете и мне его тоже продиктовать? Спасибо. Я звоню туда. Алло, Expo for Art. Вы все еще печатаете мой домашний номер на своих чеках? Ну да, и что? Прекратите, черт возьми, вы уже как минимум год этим не пользуетесь. Хотя бы зачеркните его на уже напечатанных. О, мужик, это геморрой. Я не собираюсь заставлять сотрудников этим заниматься. Вы менеджер? Я владелец. То есть Фред, назовем его так. Вам просто лень убрать мой номер с чеков, и вы продолжите его всем раздавать? Ага. Ну и что ты сделаешь? В суд подашь? Возможно. Да ладно, ну слушай, мужик, мне некогда, пока. Я проконсультировался с юристом, юридически зацепиться было сложно. Тогда я пошел в магазин. Фреда можно? Его почти никогда не бывает. Позвать? Нет, все нормально. Можно посмотреть чек? Она показывает. И правда, мой номер напечатан сверху над другими. Понятно. Я не смог дозвониться по второму номеру, какой-то тип наорал на меня, чека с собой не было, так что пришлось приехать. Да, у нас такое часто бывает. Фред решил, что нам не нужны две линии, но он закупил кучу чековых книжек и визиток и слишком жаден, чтобы заказать новые. Да, жаль того парня, сказал я. И вот дома я придумал план. Следующий звонок с незнакомого номера. Здравствуйте, Expo for Art, я вас слушаю. Это Мэри Смит, я оставляла работу на оформление. Все готово? Минутку. Да, сегодня утром закончили. Мы немного улучшили вам подложку. Это бесплатно. Вау, спасибо. Во сколько вы закрываетесь? На визитке указано с 11 до 4. Сегодня до 7. Сколько с меня? 19,99 плюс налог. 21,39. Так дешево? Если что, скажете, что говорили с Фредом. Неделями я раздавал случайные цены. Рамка 36 на 48, 24,99. Индивидуальный заказ плюс $10. Газету от 11 сентября в специальной рамке 49,99. Пожизненная гарантия только в Expo for Art. Передайте, что Фред отправил. Я могу только представить, сколько злых клиентов приходило за готовыми заказами или по договоренной цене. В какой-то момент до Фреда наконец дошло. Алло, Expo for Art, это Фред. Ты не Фред, это я Фред. Ты пытаешься меня разорить. Фред, в чем дело? Кто-то сообщает клиентам цены и говорит, что заказы готовы. Кто им звонил? Они звонили нам. Тогда это ваша проблема. Они звонили тебе. А как так получилось? Твой номер на моих чеках. Вижу простое решение. Уберите мой номер. Ты знаешь, сколько стоит печатная продукция? Это дороже, чем выполнять работы по тем ценам, которые я называю?
Это вымогательство. Называйте это как хотите, выбор за вами. Через неделю звонок. Я заказал новые чеки и визитки, прекрати все это. Конечно, пока, Фред. Да, я, конечно же, не остановился, пока звонки вообще не прекратились. Похоже, он заплатил за ускоренную доставку. По-моему, об этой истории говорили люди, когда мы читали историю про зубную клинику, которая там ошиблась на одну цифру. По-моему, вы об этой истории писали в комментариях. Ну, вот она. Муж ведет себя как настоящий сержант-инструктор с этой Карен. Прежде чем начать историю, немного о моем муже. Я француженка. Мы познакомились, когда он был в отпуске в Европе. Одно привело к другому, и теперь я живу с ним в Огайо. Он трудолюбивый джентльмен, ветеран армии, прошел 2 войны. У него очень серьезное, практически враждебное выражение лица. Представьте себе рестинг бич фейс, только злее и у мужчины, то есть морду кирпичом. Но на самом деле он большой плюшевый мишка, любит пошутить, разыграть кого-то и легко смеется. И он очень меня защищает. Ладно, хватит дифирамбов, перейдем к сути. На прошлой неделе мы пошли за продуктами. Когда рассчитывались, я складывала покупки в сумки, потому что магазин теперь требует упаковывать все самостоятельно, если приносишь свои пакеты. Ничего страшного. Он оплатил, а я осталась помочь очень пожилой женщине позади нас, сложить ее покупки и поставить их в тележку. Он до этого помог ей выгрузить продукты. Мы даже предложили помочь донести их до машины. Она медленно отошла от кассы, я пошла следом, и вдруг за спиной слышу: «Куда ты это, черт возьми, ты намылилась?» Я оборачиваюсь. Стоит злая женщина и сверлит меня взглядом. Я вежливо объяснила, что я не работник магазина, я просто помогла пожилой даме из вежливости, теперь ухожу домой с мужем. Я никогда раньше не сталкивалась с американской Карен, поэтому подумала, что на этом все закончится. Я разворачиваюсь и вдруг чувствую, как кто-то мертвой хваткой вцепляется мне в руки. «А ну не ленись! Делай свою работу и упакуй мои покупки!» Я даже ответить не успела, она еще не договорила, как мой муж буквально вырвал ее руку с моей руки и заорал ей прямо в лицо. За 10 лет вместе я впервые увидела в нем того самого сержанта Хартмана. Его нос был буквально в нескольких сантиметрах от ее лица, голос громкий и пугающий. «Ты кем себя возомнила? Как ты смеешь трогать мою жену? Она сказала, что не работает здесь. Ты слишком тупая, чтобы понять простой английский. Иди плати за свое дерьмо, упаковывай сама и не смей издать еще хотя бы один чертов звук!» После этого наступила такая тишина, что можно было услышать, как падает булавка. Весь магазин замер. На ее лице уже не было злости, только чистый ужас. Она отступила к своему ряду и молча ждала кассира. Мой муж повернулся к пожилой женщине и спокойно сказал: «Мне очень жаль, что вам пришлось это услышать, мэм. Простите за мой язык, надеюсь, вы все еще позволите нам помочь вам донести покупки до машины». Это было сюрреалистично, будто он щелкнул выключателем и тут же щелкнул его обратно. Потом за нами прибежал менеджер магазина и намекнул, что нас могут забанить за крики и нецензурную лексику. Муж лишь пожал плечами и сказал, что тогда им стоит забанить и Карен за то, что она на меня напала, а продуктовых магазинов в городе хватает, просто этот ближе к дому. В итоге нас никто не забанил. Честно говоря, смысле тут забанить? Я так подозреваю, менеджер вообще не собирался разбираться в ситуации. Это они потерпевшие были. Ну, чувак включил свою солдафанскую выправку. Ну, так что плохого может быть? Наоборот, скажи спасибо, что тут не закончилось все поножовщиной и, как обычно, вызовом полиции и уносом неадекватной Карен в карету автозака. Ой. В общем, такие у нас сегодня истории на тему «Леди, я здесь не работаю». Надеюсь, они вам понравились. И всего вам доброго. А я буду искать новую историю для вас.